Обзор мойщика окон. Если вы хотите упростить себе процесс мойки окон, не рисковать высовываясь наружу, то это устройство вам подойдет. Комплект поставки состоит из всех элементов, необходимых для мойки. Сам робот, блок питания для него, пульт управления, инструкция. Ввод в эксплуатацию очень прост. Необходимо закрепить страховочный карабин, который удержит робота, если он начнет падать. Длина троса около 5 метров. Установить 2 ворсовых круга, которые включены в поставку. И приготовить небольшой объем моющего средства для окон. Далее необходимо подготовить блок питания, который имеет мощный выход на 24 вольта и 4 ампера. Будьте предельно аккуратны вблизи мокрых предметов и воды. Для управления роботом-мойщиком нужно подготовить инфракрасный пульт. Необходимы 2 батарейки типа 3А, так называемые мизинчиковые. В поставку включены 6 ворсовых кругов, их называют моп, в переводе с английского швабра, и маленький пульверизатор. Подключение блока питания и робота-мойщика в электрическую сеть подтверждается включением соответствующей индикации. Перед первым использованием робота-мойщика обязательно подержите его включенным в розетку и зарядите аварийный аккумулятор. В случае отключения электроэнергии ваше устройство включит звуковую сигнализацию и сможет продержаться в аварийном режиме около 15 минут. Мотор очень громкий, работает по принципу бытового пылесоса. Он создает вакуум под дисками, который позволяет удерживаться на стекле, зеркалах или кафеле. Я устанавливал робот в самой высокой точке и включал его. Робот передвигался в автоматическом режиме, проворачивая по очередности свои диски. Одну половинку окна он очистил минуты за 3. Для исключения разводов на очищаемой поверхности не рекомендуется сильно увлажнять поворотные диски. И я увлажнял больше нижний диск, а верхний оставлял более сухим. В целом, устройство мне очень понравилось. При условии высотности здания и большой площади окон робот выполнит всю работу за вас. Теперь не нужно рисковать и чистить окна, высунувшись наружу. Из недостатков могу заметить высокий уровень шума и небольшую грязь в углах, соответствующую радиусу чистящих насадок. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.